Пам-парам. Так. Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джейм Тайм, и сегодня мы с вами посмотрим пов-демо Акселя. Это рубрика Демо Тайм, выпуск номер 3. Смотрим лучших игроков, ворую у них все, что у них есть. Смотреть демки со мной все любят. Очень много интересного вы узнаете, развиваетесь как игрок. Карта Мираж, с вами Аксайл. Б-дом, человек халдит Б-дом, человек выходит первый, человек люркует Сандера. Очень много интересного, очень много фишек. Первый бай-раунд. Ему дают молик Б-дом, он опять стоит в этом оффенгле. Команда идет под А, и он люркует. Ему дают смог, он играет от того, что плохой смог, он все равно играет от того, что человек может пройти направо. Сыграл от него, тут чуть заобузил, постоял, размены и пошел в зиг. Да? То есть 25 секунд, ты уже с кухни ничего не сделаешь, тут надо уже и переворачивать зиги, надеяться, что человек подставится в зиге и в коннекторе. Вот Рейн сыграл от люрка и вырубил его. Вот этот оффенгл, да, это он против андера так стоит. Очень важно на его ролях это правильные распики, да, то есть он играет на своих ролях тоже там 5 лет точно. Этими распиками он хорошо чувствует модельку на своих позициях. Мы потом с вами посмотрим, где и как он распикит. Он просто решает выйти, потому что Робс умер. И он понимает, что в кон никто не контролит, потому что там калаш на КТ еще там что-то там накидывает. Проходит, понимает, что под коврами может быть, проходит вот по этой микре, да, то есть люди вот так контролят. Да, сейчас давайте посмотрим. Ну, вот так вот редко кто встает, они встают обычно вот так, да. Вот обычно вот так контролят, да, джангл выходящего, ну, либо вот так. Да, давайте вот так, самый плохой пессимистичный сценарий. Видите? Он прошел, я этого не знал. Очень приятно с вами иметь дело, то, что вы тоже меня развиваете. Видите, как он проходит на... Я вот тоже в этих ситуациях очень часто нахожусь. Ему докидывают смог. И этот человек играет на этой роли 5 лет, и он знает текстурки. Контролит в эту дырочку кухню, понимает, что по этому смоку, что они, скорее всего, 2-2 растянуты. Ну и люркер, соответственно, понимает, что он с этого спота, то есть пройдя в джангл, он понимает, что с неразбитым джанглом он ничего там не сможет сделать. По его команде надо играть первой, и из-за этого он просто сбривает этого чела, который от него абсолютно не играет. Он кидает хае. Очень часто всю игру кидает хае туда, и под это у него есть один мув, который мы увидим позже. Видит, что Керриган убегает, он пытается его задайвить, и смотрите, такая ситуация, да? Он понимает, что у команды противников плохой бай, там очень мало ганов, и здесь он не суицидится. Он не выпрыгивает в окно, он не падает на машину, потому что там уже элемент рандома, где пистолет встанет и как тебя убьет. Помимо этого, они вдвоем, и они просто зашугали Керригана, и он взял дуэль чисто с Зиггера. Но если Зиггер подставится и он убьет Зиггера, то Б1 и его долго можно толпой сожрать. И, соответственно, Зиггер не показывается, и они съезжают. Это очень такой профессиональный момент, то что только профики знают эту грань между выходом и тем, что не надо выходить. Да, на фейсич как обычно бывает. Выходи, выходи, выходи. Он выбегает, понимает, что выходить не надо, но ему заколили. И в конце он еще и не прав, потому что вышел, потому что ему не должно было быть хватить игрового скилла, игрового IQ, чтобы догадаться, что даже с подсказкой не надо выходить. Он не отдает ган, тут там идет перестройка, он люркует опять Сандера, да, стяжка происходит. Вот такой оффенгл, да, то есть тоже очень важно на таких моментах заострять внимание, где как люди встают. И он встает стоя на середину лавки, люркует, да, сейчас у нас было на экране, встает вот так, видит тень, контролит людей, которые его распикивают. Убивает рапса, проходит джангл, на шифте понимает, что снайпер ушел, зазумился на кухне, залез за ним в дырку, встал здесь, отрезал. В этот раз вот такая малышка залетает, и он запрыгивает, запрыгивает, чтобы, наверное, не загнать. Ну и плюс андер проверить, да, у него в миде там драк. Можно вот так выбежать, да, но так ты не загонишь. А иногда можно выпрыгивать, если чел заблайнится, ты его уже здесь домикришь. Далее он контролит бэдом аркаду. Проверяет здесь, до конца проверил. Ну, масс-коннектор, вот, встает сюда четко. И четкий молик залетает в джангл. Под это они идут коннектор. Ну, там на фане так тайминг заходит, когда чел потушил. Ну и все. Легкий раунд. В целом это супер старый мув. В чем его прикол и суть? В том, что ты под хае, тебя не слышно, и ты очень быстро оказываешься под окном. Ты под звуки хае там пробегаешь какую-то дистанцию, потом нажимаешь Shift, и люди, которые там в миде могут чуть завтыкать, не играть от андера, то, что человек побежит первый тайминг, они не ожидают, он, грубо говоря, убивает. Тут он промазал хае,
но решил не отменять, хотя, ну, как бы уже понятно, что он андер, скорее всего, там бежит, и все, его убили, но ладно, попал не в тайминг мува из-за того, что там снайпер его контролил. Тут они люркуют, короче, с девяточкой. Фейка, очень такой тяжелый, на самом деле, ну, с моего экрана тяжелый это фраг, но я там в андере, может, не, ну, на 1000 таких фрагов давал на заходе в кон. Вот тут смотрите как. Выживает, не умирает. За счет этого, видите, у него 3 хп, Шира ловит игрока на Б, и Робс понимает, что Аксель где-то справа, понимает, что он не ушел, и вот так вот Акселя убивает. Теперь посмотрим экран Акселя. Этому нельзя научить, то есть, да, тут нету каких-то скриптов, в таких ситуациях, клатч ситуация — это опыт. Он много раз оказывался вот в таких моментах, где надо там фейкануть, где-то распикать. Ему там, наверное, сейчас сказали, иди фейкани, пофиг. И вот первая дуэль, он не в фокусе, но из-за того, что там сенса, наводка и талант попадает в хедшот, твист не попадает с первой, хотя у твиста было преимущество. Выживает, убегает, понимает, что не уйдет в кон, если только вот это вот тут вот может выиграть чуть время. Робс чуть натопал, дал понимание, где он находится, и на контроле по дальней, чуть на выпаде, попал в тайминг и убил. Вот такая флешка, вставить примерно сюда, отпускаете и вот так прочекиваете. В целом хорошая флешка, ее не слышно будет КТшником, он не будет понимать, откуда она. Единственное, что вас убивает, это если КТ вот так возьмет, но обычно они вот так выходят и вот так контролят. Он идет вторым за Хоббитом, да, не палится, то есть суть раунда такая, что они там делают зажим и 2 люрка Сандера. Хоббит сыграл, Аксель до сих пор не палится, хотя уже может дать смог в кон, и может там дать какой-то молик зиг, но он в хлам не палится. Хоббит там типа чуть рвет. До последнего 15 секунд о нем нет информации никакой, и он находит спину. И очень важный фраг по джанглу дает, хотя там у Керригана было преимущество, я считаю. Он понимает, что... Ну такое. Из-за того, что Аксель на лестнице был. Кстати, да, тоже можете себе на заметку взять. Против смока, который здесь обузится, вот в момент абуза вы можете просто так по лестнице наверх, вниз. Ну, скорее всего, наверх в момент абуза. И вас КТ раньше увидит, да, если он где-то здесь сидит. Но из-за того, что ваша моделька неприятная, он, начнет стрелять по вам, и у вас всегда будет шанс его заспреять в ответ. Хоть здесь это было неосознанно, скорее всего, да, но так можно делать. Тут он дал хае, залез наверх, тут против пистолетов. Тут Шира, скорее всего, услышал скаут, да, потому что близко был. Аксель так контролит. Интересно, да, угол. Встает сюда. И встает. То есть КТ как обычно распикивает. Он идет вот так, потом сюда отпикивает, дальше отходит сюда и вот так распикивает. И вот так распикивает. И Аксель, сидя, встает сюда. И ловит его вне позиции. Резко для него моделька. Дал хае. Прыжком чекнул, есть там кто-то или нет. Ничего не стоит тебе это сделать. Тем более, видите, как вы даете хае, и когда она взрывается, вы тут топаете, и вас не слышно в Б-доме, из-за того, что хае взрывается. И вы прочекиваете эту тему, и вы еще забегаете сюда очень быстро. Вот смотрите, как, да, вот так плечо показывает. В целом он ничего не видит, но моделька у него показывается в экране, сейчас я покажу. Кидается молик раз, дочекивает, видите, как справа. Потом я скажу, почему он дочекивает. Пробегает. Тиммейта молик врывается. Теперь посекундно, что произошло. Да, такой раунд интересный. Он кидает хае, прыгает, этот прыжок не слышно, проходит сюда, встает здесь контроль своего фэнгл. Смотрите, видите молик? И он, пока этот молик горит, чуть съехал влево. Чуть съехал влево. Это, скорее всего, связано с тем, что он боится прошива. Вот отсюда чел будет шить, он его в его вот этому фэнгле прошьет. А в правой стороне ему будет тяжелее его прошить, видите как? Пока молик горит, он боится, что чел не фанится за бэдом и может прошить. Когда молик перестал гореть, то КТ тебя никогда не будет прошивать, в профессиональной игре, да? Потому что КТ боится, что люди подойдут и резко выбегут на релоуде поймать. Дальше откидывается смог бэдом, он, скорее всего, понимает, что снайпера там нет, скорее всего, да? Но все равно, видите как, вот такая... Плечо раз, плечо два, плечо три. Вот такой выпад. С чем это связано?
У снайперов есть два оффэнгла в Б-доме. Это вот этот вот слева и вот этот справа, стандартный. Правого чела ты никак не сможешь как бы убить. Ну, ты, если знаешь конкретно, что он стоит там вот этот слева, то ты там можешь выбежать на широком и, грубо говоря, убить. Либо ты байтишь плечом, и снайпер, скорее всего, выстрелит. Скорее всего, там раза 3-4 байтанешь, снайпер подумает, что ты уже, ну, не будешь четвертый раз это делать, и ты выстрелишь, ну, и он выстрелит. А на этого самого, да, такого стандартного, он выпадом открывается. Но это еще важно понимать, что, скорее всего, там не будет снайперов, что смог бы в доме. Дальше идем. Был смог бы в доме, он кинул молики и вот дочекивает правую сторону. Да, то есть ничего не стоит, он понимает, что КТшник мог забежать туда. Плюс молик борт дал, да, то есть КТ из-за этого смока они могут быть справа. КТ боится прийти направо, да, для теров, потому что смока нету, и его могут подловить. Но пока смок есть, он всегда может быть справа. Далее, он выходит и забегает в свой молик. В свой молик ты не сильно дамажишься, и твист сыграл, да, как-то от этого стоял на мусорке и контролил, но вообще тут только падать в окно, когда такой молик, и КТ, понимая, да, вот он видит здесь молик, он понимает, что борт не будет, и он переключается там на какие-то там, на зиг, да, контролит зиг, а ты либо выпрыгиваешь в окно, либо выбегаешь в борт, в молик и не читаешься. Вот такой прочек андера, стандартный. У него гранат нет, встает в свой угол знаменитый. Видите, опять стрейфит, да, это уже закономерность, это мы видим. И дальше, вот на таком выпаде, доходит, дочекивает право, идет бэсплит, кидает молик смог. Причем молик такой, что и под молик он, да, выходит в дом. Ну, нормально. В целом, мне кажется, он еще... Тут можно кинуть такой молик, короче, чтобы горел и под машиной, и борт. И тогда под этот набор ты всегда сможешь зачекать полностью машину и направо выходить в ванвей. Мне кажется, если там прям много посмотреть его, он будет ситуация, где он так кинет. Ну и сейчас он как будто кидал этот молик по ориентирам. Поэтому, ребята, кто хочет стать там, чемпионом чемпионатов, можете найти себе какие-то ориентиры. Я помню, такой молик 100% был. Кидает хае, прыгает, чекает, да, интересно. Ну, закономерности какие появились у нас. Уже 2 демки, а уже ты видишь какие-то вещи, которые там постоянно челик делает. Вот так вот, нифига. Простреливает, пропрыгивает от авика. Кидает молик от андерпаст. И стоит в своем оффенгле. Хотя там у него чел в доме. Слышит Фукси, что прыгает. Подходит в упор. От авика прыгнул и в окно запрыгнул. Все супер четко сделал. Интересно, кстати, да, обмозговать этот прострел, который здесь происходит против снайперов. Да, то есть, смотрите еще, да, какой прикол в этом раунде. Если снайпер там есть, да, вот здесь какой-то стоит, то Интер услышит его. Когда вы простреливаете кого-то, вы отсюда не слышите, да, потому что у вас калаш в руках, там выстрелы громкие. Но если тут с вами игрок какой-то, то он услышит попадание. Далее он выходит на широком против этого снайпера, или там кольта, не знаю. Встает здесь, кидает молик вот в эту тему. И все. Тут дальше четко слышит человека, доходит до упора. Идет бэсплит, кидает флешку от машины. Пропрыгивает авик в кухне и выпрыгивает. Ну и дальше тут дело опыта, где он там, где надо встал. Не стал дальше давить Хантера красным. Чуть переждал, его команду разобралась. Это как антифорс. Слушает. Вы видели, как вышел? Это он вышел на игрока, который прыгает в Б-доме. В моем старом ролике, где я рассказывал, как играет Б-игрок, как играть опорнику, там было такое, что чел прыгает справа, снизу, в щель смотрит. Он на него тут вышел, его нет, прошел до упора. Флешка плент и вылетел. И задавил. Очень четко, но это сейчас стандартный метовый выход у про игроков. Доходишь до упора, распикиваешь, кидаешь вот сюда флешку, она вот здесь взрывается, флешит всю зигу. И ты под нее типа кидаешь, раз прыжок сюда, из банихопа вылетаешь и как раз контролишь. Еще флешки летят сверху и в окно, грубо говоря, микро. Есть в окно, есть на борт. Первый респ, вот такой у него мув есть.
Сам дает смог окно. Молли кон. Папарыч бежит. Видели, как Моноси? Как Броки решил подловить его в андере. Когда, помните, Броки его убил в прошлой игре. Также решил сделать Моноси. Но Аксель вместо того, чтобы бежать андер, Папарыч его так пробегает. И бесплатно занимает ладер. Ну, тут его не читает никто. Б отрезал. Да. Сильно пробежал. Его флешечка. Знаменитая. Там авик, может быть, на него выходит. Мне интересно, да, как он выходит. По ощущениям, он нажимает Ctrl и встает. Это мы уже видели с вами в Симпсонах. Короче, также против Керригана он вышел. То есть, по ощущению, видели, у него моделька чуть замедляется, и он встает. Проверил. О! Заспотал авик, да? Прыжком. Понимает, когда авик может быть, когда авик не может быть. Там. Авик часто там с метла накидывает молики. Тут дальше он распикивает андер, понимая, что там из ну и зная, что авика нет. Ну и четко все опять делает на шифте. Докидывает смог. Молик не открывается на щель. Что ж, очень чистая игра. Он не отдал ни одного энтри на своем споте. Только давал их. Очень четко все на выходах действует. Дает инсейны. Не знаю, игрок реально как бы один из лучших рифлов в мире. То есть Ника, Аксель, там еще будем смотреть лучших, не знаю. Я для себя очень многое узнал, особенно с этим джанглом. В заходы Б теперь еще лучше знаю Cloud9. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, нажимать колокольчик, да, чтобы оповещения приходили насчет касательно таких нереальных видосов. Всем удачи, всем пока. Будем на связи с вами. Пау.